Животные нередко попадают в опасные ситуации, когда они не в состоянии самостоятельно спастись. И хорошо, когда поблизости оказываются те, кто не задумываясь придет к ним на помощь. Этот случай произошел на Камчатке. Недалеко от поселка Усть-Камчатск автор видео Евгений Соловьев увидел нерпу, которая пыталась добраться до открытой воды. А ты-то что прибежал? Лед замерз, она не может. Но животное двигалось по направлению к поселку, так как не могло перевалить через высокую насыпь дороги. Будем проводить спецоперацию по спасению. Не может здесь подняться и ползет ключ на загрузку поселка. Не кидайся давай. Мы спасать собираемся. Нерпе и так, видимо, досталось, мордашка у нее была поранена, а ближе к поселку ее, скорее всего, растерзали бы собаки. Так, разверни брезент. Дело в том, что озеро Нерпичье, которое является для нерп местом кормления, сковало льдом. И по каким-то причинам эта нерпа вовремя не покинула эти места. И ей пришлось, перебирая ластами и хвостом, ползти до залива. Давай, бери, закрывай, не бойся. Закрывай, закрывай. Давай, усильно это. Давай, не бойся, не бойся. Давай. Этот случай не единичный. Нерпы каждый год проделывают такой путь, как только на озере встает лед. Спасать ее занятие непростое. Животное защищается и может поранить. Мужчины закутали ее в брезентовую накидку и перетащили через дорогу. Сейчас мы подымем. Край подними. Давай, быстрее. Ага, о. Тихо. Прям поднимешься. Давай. Давай. Соскальзывает. О, сейчас мы тебя через дорогу или на океан ведем. По их дыханию слышно, что занятие это непростое. Взрослая нерпа достигает 1,5 метра в длину и весит до 100 килограммов. Этой нерпе повезло. Огромное спасибо ребятам, что не прошли мимо и проследили, чтобы нерпа благополучно добралась до океана. Беги. Все, беги. Все, там океан. Пока. В этом видео Косова угораздило попасть в петлю, поставленную охотниками или браконьером. На его счастье, зайца случайно обнаружил мужчина и принялся его высвобождать. Заяц, не понимая, что его спасают, может серьезно поранить спасителя своими мощными задними лапами, вооруженными острыми когтями. Но в этом случае для обоих все закончилось благополучно, и Косой был отпущен на свободу. Все, сладенько. Давай, беги. Все, бежал. В последнее время из-за хозяйственной деятельности человека животные все чаще попадают в опасные ситуации. Иногда они сами выбираются из передряги, но нередко бывает и так, что без посторонней помощи им никак не обойтись. И здорово, что среди нас есть люди, которые не оставят в беде братьев наших меньших, они готовы рискнуть собственной жизнью ради их спасения. В этом видео речь идет о спасении северных оленей, попавших в рукотворную ловушку, созданную человеком. Олени провалились под газовую трубу, заметенную снегом, и превратившуюся таким образом в смертельную западню. Живые! Ничего не подозревающие животные просто не разглядели под толстым слоем снега, подстерегающую их опасность, и угодили в ловушку, созданную человеком. Хорошо, что их вовремя обнаружили неравнодушные люди и пришли на помощь. И все же 3 оленей в этом случае спасти не удалось. Которые подальше вытащили. Они, наверное, совсем под трубу ушли, наверное. Вот так, короче. Но самое страшное, что эта труба тянется дальше на многие километры. И неизвестно, сколько еще животных окажутся в этой ловушке. Вот еще. Бедолаги.
Ну ничего, у вас голова вверху, мы вас вытащим. Здесь нет, здесь вроде его больше нет. А здесь что тут? Вот один на трубе лежит. Один на трубе. Ёлки-палки. Что тут творится-то, а? Давай мы тебя попробуем оттащить немного. Это нюха. О. Вон туда надо, Сергей, вон туда. Вон туда, где он через эту. Так, еще один туда. Мама, не видать его. Труба, блядь. Да? А, эх, чуть сам не упал. Ах, какая хуй. Тут еще олень где-то. О. Вон туда, где он здесь, через эту. Так, еще один туда. Мама, не видать его. Да? А, эх, чуть сам не упал. А. Тут еще олень где-то. Косули, ступая на гладкий как зеркало лед, оказываются совершенно беспомощными. Лед скользкий, ноги животных разъезжаются, и косуля быстро выбивается из сил, оставаясь просто лежать, примерзая ко льду, и в конечном итоге погибнет, либо станет легкой добычей для вездесущих хищников. Этого несчастного случайно обнаружили барахтающимся посреди ледяной реки. Косуля не могла контролировать процесс своего передвижения по скользкому льду. Ее ноги разъезжались в разные стороны. Лесной обитатель никак не мог самостоятельно добраться до берега. На ледяной глади его копытцам не за что было зацепиться. И он снова и снова падал, рискуя нанести себе серьезные повреждения. К счастью, помощь прибыла вовремя. Несчастное животное заметили двое друзей, проезжающих неподалеку на автомобиле, и пришли на помощь. В итоге, хэппи-энд. Лесного обитателя доставили на берег и отпустили восвояси. Allah. Друзья, спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Не забывайте подписываться и ставить палец вверх, если вам было интересно.
Ну а я с вами ненадолго прощаюсь, до скорой встречи. Пока.